Жили 4 года в Америке. То на кето-диете я уже 2 года. Я ел по 5000 калорий. Я не хотел возвращать форму, какой-то юношеский максимализм, подопытная мышка для своих опытов. Достигать любого результата, астероидные качели. Буду расписывать курсы на массу и на сушку. Что за дилетант, какой биохакинг, о чем он говорит. Цель, которую я создал для себя, очередную цель, за которой вы сможете наблюдать. Буду все выкладывать в режиме лайв. Всем привет! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге. Неправильно сейчас говорить в культуризме. Ну там, импортозамещение. Нет? Вставляем бодибилдинг, точно? Ладно. А это значит, что вас впереди ждет много жира и спорта. Но не торопитесь выключать все те, кто не понимает, о чем здесь идет речь и почему я использую запрещенное слово из 3 букв. На самом деле я люблю жир. И покажу, насколько это важно как для спорта, так и для здоровой жизни. Но о всем по порядку. Итак, первый вопрос, который у вас сразу же возник в голове. Кто ты, блин, такой? Как вы уже, наверное, догадались, меня зовут Никита Покрышкин. Я дипломированный фитнес-тренер с 10-летним стажем работы и большим опытом выступлений по бодибилдингу, в том числе и на международной арене. Моя жена Кристина дипломированный лингвист по направлениям испанский и английский языки, а также она квалифицированный специалист в области нутрициологии. Из интересного, мы с Кристиной жили 4 года в Америке, уехали туда из разных городов, там мы познакомились. Поэтому я собираюсь сделать помимо тренировок и питания еще и развлекательный контент, где мы будем рассказывать о нашем опыте жизни в США. В принципе, именно тогда у нас возникла мысль создать такой кето-блог, где мы будем рассказывать все, что знаем в данной области, и помогать людям. Самое главное, что я хочу сказать сразу, я не использую никакую фармакологию. Я не использую никакие запрещенные лекарственные препараты. Я топлю на кето и за биохакинг, но немного в своем спортивном ключе. Какие-то тру биохакеры сейчас меня такие включили, смотрят на первых секундах и просто... Что за дилетант, какой биохакинг, о чем он говорит. И также все те, кто зашел сюда, ожидая, что я буду расписывать курсы фармакологии на сушку или на массу, это контент не для вас. Мы прежде всего делаем оздоровительный контент для популяризации бодибилдинга, фитнеса и здорового образа жизни. Итак, почему же влоги и какая цель всего этого контента? В первую очередь, я хочу делиться знаниями с вами через общение, а не монолог. И для меня важно, чтобы мне нравилось то, что я делаю. Также я хочу показать вам, насколько продвинулся мир в области питания и спорта, чтобы показать, что достигать любого результата можно в любом возрасте и имея разные финансовые возможности. До того, как в свои 25 лет я пошел в армию, я уже занимался в тренажерном зале порядка 11 лет. Но после того, как я вернулся из армии в нормальную жизнь, от моей формы ничего не осталось. Тем не менее, я не хотел возвращать форму, используя фармакологические препараты, начинать эти астероидные качели, когда тебя заливает, ты то в форме, то не в форме, то большой, то маленький. Мне хотелось прежде всего, во-первых, потому что и возраст уже, да, как бы перевалил за, скажем так, какой-то юношеский максимализм. Мне хотелось выглядеть круто и при этом вести здоровый образ жизни. Продвигать этот спорт в массы, чтобы вы не считали стероидным. Показать всем людям, что реально восстановить форму, реально накачаться, реально добиться каких-то результатов без использования фармакологии. И тогда я и решил попробовать кето-диету. Моя жена тогда как раз заканчивала курс нутрициологии очередной, и ей нужна была подопытная мышка для своих опытов. Тогда я подумал, я выгляжу как говно, буквально. Я пришел с армии, я начал снова работать в тренажерном зале. Что можно сделать? Сесть на диету, вернуть себе форму, сделать до-после. Это промотивирует меня, моих клиентов. Одни плюсы. Окей, я сел на кето-диету, сказал сначала, правда, Кристине, что я не буду на ней сидеть сам, если ты мне будешь готовить и делать то, что я должен есть, то в принципе я готов, потому что так я понимал, что и как кушать, а на кето-диете для меня это был темный лес, и мне не очень хотелось в это сразу погружаться с головой и разбираться. Что вы хотите от человека, который пришел с армии и просто интересовался одной приставкой? Я просто начал есть все, что она мне давала. Причем ел
не ограничивая калории, я ел столько, сколько хотел. Я зафоткался, мы записали все мои результаты, объемы, и в итоге просидел на кето-диете месяц, практически без тренажерного зала. Я неплохо похудел. Еще через полгода уже упорных тренировок, я продолжал держать кето-диету все это время, я, в принципе, полностью вернул форму. Более того, я вернул практически все свои силовые показатели. Опять же, оговорочка, без использования фармакологии. Я сдаю анализы, мы будем здесь опять же сдавать анализы и делать разборы их. Я буду рассказывать, что... Она себе как напугала меня. В общем, так и получается, что на кето-диете я уже 2 года и попробовал все ее возможные грани, от самого лайтового до максимальных. Уже вот в последние 2 месяца я это тестировал для набора мышечной массы, где ел по 5000 калорий. И все это в процентовке кето-диеты. Поэтому я хочу рассказать здесь о том, что я знаю, как это может вам помочь в плане набора мышечной массы или наоборот похудения, может быть подготовки к соревнованиям. Следующий вопрос, который интересовал очень многих. Почему сейчас, когда нет монетизации, а как ты будешь зарабатывать? Я ничего в этой жизни не делаю ради денег. Очень круто делать любимое дело, чтобы оно приносило вам деньги. Это то, чего я всегда придерживался. Знаете, как сказал один умный человек, делайте любимое дело, и вам не придется работать ни единственного дня. То же самое было, когда я начинал качаться. Когда я пришел в качалку, я не думал о том, что, о, круто, я сейчас, накачаюсь и буду работать фитнес-тренером. Круто, я поеду в Америку, чтобы заработать много денег, потому что я накачаюсь. Меня не интересуют деньги в этом вопросе, то есть понятное дело, что всех нас интересуют только деньги, да, это как дополнительная мотивация разве что, но в целом я уже нашел свое призвание в этом мире, мне нравится работать тренером, мне нравится соревнования по бодибилдингу, хоть это и больше хобби. На этом моменте хочу прям заострить внимание, у меня как-то так всегда, я не стараюсь следить за трендами и бежать за ними. Когда я пошел в качалку, про бодибилдинг никто не знал. То есть мне понравилось качать мышцы, мне понравилось то, как выглядит Арнольд Шварценеггер на стене, на плакате в тренажерном зале. И все. Я уже тогда примерно понял, что быстро-то не накачаться, да, то есть потому что прошло там 2 месяца, я не выглядел как Арнольд Шварценеггер, все еще не хотелось. Тогда я сказал себе, окей, допустим, мне понадобится 5 лет, чтобы накачаться. 5 лет, и я буду при теле. Я начал в 14, мне будет 19. Окей, вся жизнь впереди, зато я с каким-то телом буду увереннее себя чувствовать, как-то уже накачаюсь, буду иметь какой-то опыт, какие-то знания в этом деле. Ну, для себя, как минимум, это будет прикольно, не лишним, скажем так. Да, я всегда ставил такие длинные задачи для себя, чтобы даже если вы достигнете ее быстрее, это будет намного круче, и это будет легче, чем если вы подумаете, я накачаюсь за 2 месяца, не накачаетесь и бросите, потому что вам надоест. Также и здесь, также сейчас с YouTube. Если, окей, я буду заниматься этим стабильно 2 года, 5 лет, мне будет 30 с небольшим, все круто, классно, впереди все еще много времени. При этом я уже буду иметь какой-то вес, чтобы делать более качественный контент, прогрессировать самому себе как личности. И надеюсь, у меня будет получаться, мы будем расти вместе. Пусть это будет через 5 лет, поставим такую цель, через 5 лет иметь уже какой-то за собой бэкграунд. Ну, чтобы вообще понимать, что это все было не зря и что прогрессируя дальше, мы будем только расти. Цель, которую я создал для себя, очередную цель, за которой вы сможете наблюдать, буду все выкладывать в режиме лайв. Я подготовлюсь на соревнования по бодибилдингу, на кето-диете и без использования фармакологии. Не знаю, что из этого получится, если честно. Может быть, я буду выглядеть как говно. Я примерно понимаю, что вот так вернуться после 5-летнего отдыха от соревнований сходу, вдобавок без фармакологии, и сделать какую-то крутую форму, что, наверное, это невозможно. Но чтобы вы понимали, я тренируюсь с 14 лет и с 16 лет выступаю на соревнованиях, да, то есть это уже 13 лет тренировок получается. И что дальше? Что дальше? Возник вопрос в моей голове. Поэтому я думаю, это будет классно. Подготовлюсь на соревнования на кето-диете. Хочу посмотреть, что можно сделать из себя, какой можно выжать максимум, используя то, что буду использовать я. И надеюсь, это будет интересный опыт и для вас. Если я добьюсь какой-то неплохой формы внешней, во всяком случае вы оцените это и скажете, как я выгляжу.
Если вам это понравится, если мы донесем до людей, что можно выступать на соревнованиях и делать качественную форму без использования фармакологии, может быть, не за 1, за 2, за 3 сезона соревновательных. Если так получится, я достигну какого-то результата, какой-то внешней формы, то в целом мы уже победили. Если какие-то люди или даже какие-то профессионалы зайдут, посмотрят и возьмут какой-то мой опыт в плане подготовки к соревнованиям, используя кето-диету, то это тоже будет круто, это тоже будет победа. Итак, друзья, врываемся на YouTube, подпишитесь и потеребонькайте там колокольчик. Это поможет вам получать уведомления о новых видео, которые я буду выпускать. Впереди вас ждет очень много контента. Мы будем разбираться в том, что такое кето, как правильно питаться, какие витамины, БАДы, как и когда принимать. Будем проводить тренировки, в том числе и с профессионалами тоже. Оставьте лайкосик, комментарий под это видео. Это правда помогает очень сильно развиваться контенту, развиваться каналу на данном этапе. Ах да, и пока не забыл, напишите в комментариях, какая из тем более интересна, о чем вы хотите слышать больше, о чем хотите больше узнать, или что вас интересует на этом канале больше. Кето, тренировки, подготовка к соревнованиям, может быть, просто Америка, чтобы я понимал, в каком направлении двигаться и какого контента стараться делать больше. Спасибо всем, кто зашел, посмотрел это видео до конца. Также спасибо за то, что вы оставили лайк, комментарий под это видео и по возможности подписались. Не буду вас больше задерживать. Всем йоу, чуваки. И до скорого. Здесь мы будем рассказывать, говорить, обсуждать с вами разные темы. Ударять вот эту футу, которая будет мне все мешать записывать каждый раз везде случай. Могу вот сесть вот тут, все равно она будет ударяться. Могу сесть вот так, иногда даже вот так. И вот так. Могу отсесть от нее, чтобы нахуй ее даже не задевать. Все классно.